Рождество, Новый год, зимняя сказка. Каждый год перед зимними праздниками мы ждем чуда и украшаем свои дома и города. Многие представляют себе зимний город как что-то волшебное в стиле Гарри Поттера. Счастливого Рождества, Гарри! И тебе тоже, Рон. Правда, российские чиновники почему-то представляют себе праздничные украшения совсем иначе. Но чтобы не портить вам настроение, сегодня я покажу вам настоящую зимнюю сказку. Мы отправимся в Страсбург, столицу Рождества, смотреть на елки, ярмарки и огоньки. Но сначала давайте поставим лайк этому ролику и посмотрим сам город. Итак, мы в Страсбурге. Чем интересен Страсбург, что здесь потрясающий вокзал, который был построен в 19 веке, а в начале нулевых его реконструировали, накрыв стеклянным таким куполом. Получилось довольно интересно. Теперь историческое здание вокзала 19 века спрятано под таким вот стеклянным навесом. За счет этого они добавили полезную площадь. Здесь появился вот еще один такой зал ожидания теплый. Ну и вообще вокзал модернизировались, появились лифты, эскалаторы, в общем, все, что нужно для удобства пассажиров. Но поскольку мы во Франции, здесь везде единая навигация. Вот на каком бы французском вокзале вы ни находились, будет везде одинаковая навигация, одинаковое цветовое кодирование, что очень удобно. Страсбург, наверное, самый немецкий город Франции. Это столица исторического региона Эльзас, который немцы с французами очень долго не могли поделить. Старинные дома тут фахверкового типа, традиционного для немецкой архитектуры. Местный трамвай ходит до Германии и обратно. И даже главный символ города – собор Нотр-Дам – строили немецкие архитекторы. Современный Страсбург известен как штаб-квартира Европарламента и Совета Европы. По сути, это одна из столиц Евросоюза наряду с Брюсселем. Давайте посмотрим, что такой политически важный город представляет собой с точки зрения городской среды. Ну, вот так вот выглядит вокзал внешне. Ночью, когда вокзал внутри подсвечивается, выглядит гораздо лучше, потому что видно историческое здание. Сейчас, особенно из-за рекламы, историческое здание не очень видно. Вот, обратите внимание, пассажиры выходят по безбарьерной среде и идут дальше в город с чемоданами. Никаких тебе ни бордюров, ни лестниц, ну просто сказка. И первое, что мы видим, когда выходим, это куча велосипедов. Страсбург, друзья, между прочим, европейская столица, не абы что. Город, кстати, относительно небольшой. Здесь нету даже 300 тысяч человек населения, но тем не менее город богатый, и здесь есть много всего интересного. А загородочки прямо как в Москве, вот тут менты оставляют свои эти заборчики. О, что я вижу, знаменитый страсбургский трамвай. Входим в центр, здесь только трамвай, вот потрясающая трамвайная остановка. Последний трамвайный маршрут закрыли в 1960 году, но уже в 50-е трамвай начали менять на дизельные автобусы. Аргументы были примерно такие, как сейчас во многих российских городах. Было дорого содержать инфраструктуру, после Второй мировой войны она так и не оправилась. Нужны были большие инвестиции в эту инфраструктуру, и никто не хотел давать денег. В итоге трамвайная сеть деградировала, ну и деградировалась до того, что в 60-м году трамвай окончательно выпилили. Мы шли по роскошной пешеходной улице. Вот она так вот, видите, была вымощена у нас брусчаточкой. Это вот пример, как из центра Страсбурга потихонечку исчезают автомобили. На парковках сделали какие-то клумбы. Не знаю, насколько это композиции временные, но располагаются они прямо на месте парковок. Какая-то здесь программа по возвращению животных, насекомых и птичек в город. А, вот, ух ты, что нельзя. Они не просто посадили деревья, они на этих деревьях сделали специальные домики для насекомых. Вот это такой отель для насекомых, чтобы насекомые и птички вернулись в город. Красота!
Вообще довольно интересно, как в Европе шла дискуссия по удалению трамвая, а потом шла дискуссия по изменению городов, потому что ты будто заглядываешь в будущее России. То есть сегодня мы находимся где-то на отметке 50-х годов в Европе, когда вот они собирались расширять улицы, расширять дороги, выпиливали трамвай, выпиливали электротранспорт, пускали дизельные автобусы. Ну, примерно то, что происходит сегодня во многих наших городах. Ты уже чувствуешь, что лет через 30, через 40 мы придем к тому, к чему Европа пришла в 90-е. Трамвай в Страсбурге заработал в 94 году, и первые поставщики трамваев были итальянцы. А в нулевые французы сказали: нефиг нам, всяким левым чувакам, отдавать подряды на дорогостоящие трамвайчики, будем делать их сами. И контракт уже выигрывает Alstom, французская компания Alstom, Citadis, альстомовский, третье поколение, 403 серия, специально для Страсбурга с уродливой мордой под Евротрам. Ну как можно было сделать какой-то похож на, я не знаю, на грустного крокодила? Для машин здесь осталась всего одна полоса, где они аккуратненько едут, еще совмещенная с велосипедной. А для трамваев половина улицы. Так, ну судя по тому, что я вижу, они все-таки от старой морды решили отказаться, и теперь трамваи стали у них посимпатичнее. Alstom, вот видите, логотипчик. Вот такие бы трамваи в Воронеж. Смотрите, эта система, чтобы не заезжали на пути. Так, он подъезжает, он стоит. Почему он стоит? А, он просто отталкивает этот шлагбаум, а колесики, они покрыты такими мягкой тканью, чтобы не царапать борт трамвая. А так вот выглядит трамвайная остановка. Все чистенько, аккуратно. Здесь у нас схема движения. Схема движения есть, смотрите, одна на карте. Одна схема движения вот такая схематичная. Расписание просто кто как едет. Интервалы 6 минут у одного и 8 минут у другого. И обратить внимание, что он полностью ровный пол, как в метро. Можно быстро, удобно зайти, если ты там с коляской, нет никаких проблем. Вот это вот колонны, пока ты ждешь свой трамвайчик, можно купить билет. Оплата картой, наличную, вот все на разных языках. Быстро, удобно. Вы, наверное, уже заждались обещанную рождественскую сказку. Мы уже близко, но путь к ней не так прост. Друзья, давайте проверим, сколько среди нас старичков. Напишите в комментариях, кто еще помнит такие штуки, как фильмоскопы и диафильмы. А для тех, кто помоложе, я расскажу, что это. Фильмоскопы — это такие предшественники современных проекторов. В них вставляли диафильмы, пленки, на которых каждый кадр соответствовал одному слайду с картинкой и титрами. Через фильмоскоп эти кадры проецировались на любую поверхность, лучше всего белую и в темном помещении. Обычно детям так показывали сказки. Родители занавешивали шторы, выключали свет и вешали на стулья или дверь белую простыню. А уже на нее через фильмоскоп выводили такие беззвучные и статичные мультфильмы нашего детства. Уверен, для многих зрителей, родившихся в СССР, это очень приятные воспоминания. Сейчас многие диафильмы из нашего детства оцифровала Российская государственная детская библиотека, их снова можно посмотреть. Например, вот на таком потомке кинескопов проекторе LG Cinebeam PF610P. Только теперь не обязательно выключать весь свет и занавешивать шторы. Изображение с проектора хорошо видно даже в неполной темноте. Обычно в проекторах используются 3 стандартных цвета – красный, зеленый и синий. Здесь к ним добавляется динамический зеленый, который делает картинку более живой и яркой. Глаза не сильно утомляются даже при высокой яркости. Свет от проектора отражается от стены, поэтому здесь нет прямого излучения, как в смартфонах и телевизорах. Проектор может полностью покрыть изображением поверхность диагональю 120 дюймов. Настоящий домашний кинотеатр. Картинка выводится в разрешении Full HD. Проектор подключается к Wi-Fi, поэтому изображение и видео можно выводить на него прямо с телефона или компьютера, например, через Apple AirPlay 2. Так можно устроить семейный просмотр фотографий, посмотреть фильм или просто создать дома настроение.
Например, вечером можно выводить на стену камин, а ночью звездное небо. В LG Cinebeam установлен Smart TV, поэтому YouTube и популярные онлайн-кинотеатры можно смотреть без подключения к телефону или компьютеру. А по ссылке в описании можно подробнее ознакомиться с характеристиками LG Cinebeam PF610P и узнать, где его можно купить. Въезд и вход в центр Страсбурга не так прост. Значит, во-первых, там стоит досмотр, и велосипедистов заставляют спешиваться. Они, правда, не все спешиваются, некоторые сразу же после этого досмотра на велосипед садятся и едут. Людям всем говорят, надо надеть маску. И только после этого ты попадаешь в центральную историческую часть Страсбурга. Рождественские ярмарки появились в Центральной Европе. Традиция этих ярмарок длится как минимум с 15 века. Сначала это были просто базары, где люди закупались нужными товарами на зиму. Но со временем на этих ярмарках появились украшения и всякие вкусности, а потом и сами они из полезных рынков превратились в приятное развлечение. К праздникам владельцы заведений в центре украшают свои здания кто во что горазд. Вот здесь такое интересное украшение улицы, потому что они для украшения используют какие-то десятки молодых берез. И возникает вопрос, где они такое количество берез вообще взяли? Может быть, в питомнике, как елки, вот елки шпилят, может быть, в каком-то питомнике их взяли. Но они вот здесь вот повсюду. Как видите, просто везде, повсюду эти спиленные березы. Каждое следующее здание украшено роскошней предыдущего. Вот еще одно, посмотрите. А вот это главная елка города. Кстати, обратите внимание, что это не искусственная елка, это настоящее дерево. Five minutes later. Вот в чем секрет. Ветки прибиты. Ну, то есть там есть ветки настоящие, но большинство веток, они просто прибиты, чтобы дерево казалось пышнее. Повсюду обман. Пока для кремлевской елки в тайге ищут самую красивую вот елку, везут ее на грузовике и честно вот ставят на Соборной площади, по-моему, то здесь, в Страсбурге, люди, которые считают, что у них тут столица Рождества, между прочим, они берут и прибивают эти ветки к стволу. То есть вполне возможно, что глинтвейн у них тут безалкогольный, апельсины и мандарины пластиковые, а женщины надувные. Трамвай. Жарят орешки, бутербродики. Как я уже сказал, Страсбург называют столицей Рождества. Считается, что именно тут в 1570 году прошла первая во Франции рождественская ярмарка. Кстати, у нее совершенно непроизносимое название, которое в переводе означает «Ярмарка младенца Христа». А с 1992 года в Страсбурге, кроме этой, проводят еще и другие ярмарки, чтобы закрепить за городом статус рождественской столицы. Так что на самом деле ярмарка не одна, их несколько, на разных площадях. Тут стоит куча чанов с глинтвейном. Значит, глинтвейн вот с красным вином стоит за 200 миллилитров 2,5 евро, а за 3,3 4 евро, и еще евро надо оставить залог за кружечку. Вон здесь всякие вариации, что можно себе заказать. Вот такая вот палаточка с глинтвейном. Главный атрибут рождественского базара. Надо нам за что-то покритиковать-то французов, а то не может у них быть все идеально. Смотрите, ярмарки здесь проходят каждый год уже не один век. Не один век здесь проходят ярмарки, и, казалось бы, можно продумать подключение электричества, чтобы были скрытые лючки. Но нет, несмотря на то, что даже недавно здесь была реконструкция площади, они не догадались сделать скрытую проводку для подключения электричества во время праздников и ярмарок. Поэтому здесь идут вот эти повсюду эти барьеры, под которыми проходят силовые кабели для подключения карусели, этих торговых точек, всего остального. Ходишь, спотыкаешься, прямо как будто ты в Москве, а не в Страсбурге. Собянин не может, мэр Страсбурга не может. Кто может? Кто может? Только я остался один. Итак, почему Страсбург столица Рождества? Потому что традиционный рождественский базар здесь проходит с 1570 года, и это, между прочим, старейший рождественский базар во Франции, один из старейших в Европе.
исторически он здесь проходил только на одной площади, а потом они решили, зачем нам ограничиваться одной площадью, и решили, что праздник будет просто по всему центру города, и сказали, что Страсбург — это столица Рождества. Здесь под этим лозунгом, собственно, уже с конца ноября проходят все эти вот рождественские ярмарки, базары каждый год. Сюда приезжает более 2 миллионов посетителей и оставляют здесь миллионы какие-то евро приносят городу. Написано «Святой Николай». Изначально, когда только рождественские базары появились, они проходили 6 декабря. А 6 декабря у нас как раз День Святого Николая, и в честь него эти базары и назывались. Конечно, Святой Николай — это и есть Санта-Клаус. Изначально Святой Николай, он был главный даритель подарков детям. А потом, когда в 16 веке они все с ног на голову перевернули, пришли протестанты, и они сказали, что никакого Николая не будет, а теперь главный герой у нас будет Иисус. И все изменили. И изменили, во-первых, название всего этого рождественского базара, и изменили главных героев. А вот, собственно, у нас и Христос. Есть лях. Не, ну они следят, у них так вот тематически выдержано. Все-таки вот рождественский базар, не абы что. Домики, подставки для елок, игрушки. Ага, а вот и елочки. И немножечко об уличной еде у нас тут на базаре. Давайте посмотрим, чем здесь можно полакомиться и что сколько стоит. А тут у нас вкусняшки, какие-то картофельные вон оладушки жарят. Капуста, конечно, капуста и какие-то невероятные гигантские сосиски. Просто посмотрите на этот размер. Они складывают пополам, когда кладут хлебушек. Это супер сосиска полуметровая, 7 евро стоит. Есть еще вот сосисочка в соусе, невероятная картошечка с беконом. Ну, сюда, кстати, винца даже подливают. Вот в чем секрет. Все это заливается вином. Здесь у нас грибы, рулька и пиво. Но что дневные ярмарки? Все мы любим смотреть на украшения города, когда начинает темнеть и все так красиво светится. А вот смотрите, такие стоят тут бревна, которые жгут, и народ греет тут ручки. На площадях среди рождественских палаток и елочек стоят эти горящие бревна со стульчиками, где можно посидеть и погреться. Вот такая вот атмосфера праздника. Вот есть специальные люди, которые следят, как горят эти бревна. На всех этих рынках есть такие информационные домики, где можно взять пледик. Вот здесь раньше были склады, это 1900 год. Вот, а это 1930-й уже, когда склады отсюда убрали, и тут уже все стало получше. Ну, а сейчас здесь, понятно, жилые дома. В общем, атмосфера праздника теперь повсюду, во всем Страсбурге. И вот мы возвращаемся, собственно, к главной площади, где проходит рождественская ярмарка. Уже зажглась иллюминация у елочки. Но что касается украшений улиц, то по московским меркам довольно скромно. Oh well, it's Christmas again. I'll spend it, I think, on my own. Некоторые фасады, они простые, но с росписью, которая имитирует какой-то богатый декор. И они вот около каждого окна повесили какую-то такую композицию из шаров. А внизу кондитерская. Все жрут сладкое. В тот момент, когда врачи говорят, что от сахара надо отказываться, тут каждый второй магазин продает не то что сладости, а продает сладости, которые хочется все съесть. Oh well, I have no one to blame. Ah oui, je pense que cette année, ils vont aller voir les vitrines des grands magasins. О, вот тут прямо некоторые дома украшены довольно богато. Elle est où ton école là dans la... wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I failed. What more can I say?
say. Oh well, oh well. Ну ладно, рождественские ярмарки — это, конечно, хорошо. Но есть и классический вид Страсбурга, который хорош в любое время года и при любом освещении. Это квартал Маленькая Франция. Кстати, по одной из версий его так назвали в честь заведения для больных сифилисом, которое тут располагалось. Почему? Потому что сифилис раньше называли французской болезнью. Сейчас это излюбленный район туристов, а раньше тут жили кожевники, рыбаки, палачи и проститутки. Еще одна достопримечательность Страсбурга – это крытые мосты, остатки от бывших оборонительных сооружений, защищавших когда-то рукава реки Иль. 4 квадратные башни, мосты раньше были крытыми, еще в 18 веке здесь были такие деревянные навесы, которые в веке 19 разобрали. Мосты теперь обычные, такая серия мостов. А вода, кстати, удивительно прозрачная в реке Иль. Красотища, домики, лучше, чем Венеция. Это сохранившийся исторический центр. Старые рамы, старые двери, черепица, покрытая мхом или шайником. Вот это все дает ощущение подлинности настоящей истории, то, что любят туристы. Собственно, мы сейчас поднимаемся на террасу, откуда нам откроется роскошнейший вид на 4 квадратные башни. Ну и, собственно, лучший вид на крытые мосты и 4 вот эти башни открывается так называемой дамбы Вабана. А Вабан был выдающимся французским инженером, маршалом, писателем, и спроектированные им укрепительные сооружения являются достоянием Франции. Гениальный был человек. Ну, действительно, это не просто какая-то крепость, а это невероятная красота. Вы скажете мне: Илья, конечно, легко им там в Европе сохранять красоту, когда у них столько исторических зданий. Но в небольшом Страсбурге тоже есть панельки, причем довольно много. Тут встречаются 6-этажки, 8-этажки и даже 14- и 16-этажки. Пойдемте сравним их с нашими панельками. Вот здесь вот объявление, что нельзя кормить в городе животных. Смотрите, голубей специально вот для бабушек, которые живут в вашем дворе, нельзя. Это какой-то хомяк, я не знаю, похож на выдру, и уточек кормить нельзя. Почему? Потому что плодятся паразиты, крысы, остатки еды начинают гнить и загрязнять воду. В общем, написано, что кормить никого нельзя. Школа, территория, там есть только спортивная площадка, здание такое вот относительно скромненькое. А здесь прямо перед школой, видите, такое велошоссе. Это первая даже линия велодорожки. Здравствуйте. Привет. Узнал. Супер, да. Как дела? Прекрасно, на учебу вот еду. Я как раз снимаю про велодорожку. Велодорожки прекрасные. То есть ты все время на велосипеде ездишь? Да, И зимой? да. А ты откуда приехал сюда? Я из Нижнего Новгорода. Из Нижнего Новгорода. Да, смотрел хороший Нижний, плохой Нижний. Ну, из Дзержинска на самом деле. Ну, Дзержинск там же вообще жопа. Да. Поэтому и в Нижнем-то. А это знаменитые страсбургские пятиэтажки. Парковаться под окном могут и в Страсбурге. Здесь, правда, эти парковки легальные. Парковка здесь платная, поэтому стоит паркомат. И 1 час стоит 50 центов, 3 часа евро. Дальше начинает сильно расти, потому что, например, 5 часов стоит уже 35 евро. И 5 часов это максимум, как здесь можно оставить свою машину. Ну и опять же, обратите внимание на переход, как здесь все сделано, все в один уровень, приподнято. Здесь плиточка, чтобы машина снижала скорость. Красота! А это хорошо нам такие знакомые панельки. Такое вот делали много где в Европе, особенно во Франции. Единственное, там принципиальное отличие от наших, то, что они их реконструировали, они все чистенькие, аккуратные. Во время реконструкции, обратите внимание, добавили огромные солнечные панели на торцы. Смотрите, никто не стеклит балкончики, все очень аккуратно. А въезд во двор только для жильцов. И вон есть такой специальный барьер, чтобы чужаки не заехали. Роскошный трамвай идет по газончику, тротуарчик, велодорожка. В общем, всем удобно. И для машин по одной полосе движения в каждую сторону. Ну а здесь вот видно, что это обычные, хорошо нам знакомые панельные райончики. Да, такое жилье строилось в 70-х, 80-х годах. Его довольно много строилось в Европе. Но вот принципиальная разница, что все эти дома, они находятся в относительно неплохом состоянии. Потому что их реконструируют, делают более энергоэффективными. Кстати, во многих домах после реконструкции можно увидеть роль ставни на всех окнах для того, чтобы летом люди могли полностью закрывать свои окна, и квартира в ваше отсутствие не нагревалась от солнца. И опять же для того, чтобы экономить кондиционер, экономить энергию. Все ради экологии.
Ну а здесь можно посмотреть, как выглядит благоустройство после реконструкции такого райончика. Вот обратите внимание, кустарники, травы, везде многолетники, растительность такая довольно пышная, при этом все подобрано так, чтобы даже зимой было зелено. Очень просто решается вопрос, где можно ходить, где нельзя ходить. То есть если ходить нельзя, делается все так, что даже не возникнет желания туда забираться. Не знаю, что хотел сказать, похоже это то, что выловили где-нибудь в Питере. Вот какие-то остатки ног, рук из канала. Потрясающие дома на ножках. На первых этажах тут у нас хранилище для велосипедов, подъезд. Кстати, лифт старый. Такие с прозрачными дверками. Тут написаны все фамилии, кто здесь живет. И здесь можно спокойно пройти. Дом на ножках, первый этаж. В общем, все как завещал Ле Корбюзье. Этот район, он построен в 70-х, 80-х годах. И здесь вот хорошо видно, как тогда представляли, должна выглядеть жилая застройка. Наземные парковки, подземные парковки. Ну, здесь, собственно, начинается вот этот вот центр. Как тогда задумывалось, человек должен все услуги получать буквально у себя во дворе. Поэтому здесь вот располагаются кафешки, магазинчики, лавочки. Их довольно много. Это такой вот малый бизнес как раз у тебя под окном. И плюс здесь везде крытые галереи, то есть, выйдя из дома, ты можешь, несмотря на погоду, получить доступ ко всем сервисам. Здесь же должен быть какой-нибудь детский сад обязательно у них. Все это образует такие вот лабиринты с навесами. Ну, в общем, это то примерно, во что тогда трансформировались вот эти вот первые дома, вроде жилой единицы в Марселе, которые Ле Корбюзье строил. Но тогда они делали вначале все, что все должно быть в одном доме. То есть, по сути, первые вот эти вот прообразы, это когда в твоем доме находятся все сервисы, то, что сегодня мы имеем в хороших жилых комплексах. Ну или как дом-круизный лайнер, когда у тебя и кафе в доме, и прачечная в доме. То есть ты можешь вообще из дома не выходить и все сервисы получать непосредственно в своем огромном доме. Потом это начало так разрастаться до уровней таких вот уже районов. Здесь мы видим такой средний вариант, когда все сервисы, они сосредоточены во дворе, сгруппированы под такой вот крышей, и люди, по идее, выйдя из дома по каким-то крытым галереям, навесам, попадают в такой вот центр. Ну, сегодня мы бы назвали это торговый центр. Вот. Но когда это строилось, конечно, не было еще никаких торговых центров. Это была такая вот попытка школу, детский сад, магазины, кафе, все объединить вот под единой крышей. А вот здесь, собственно, видно, как раз происходит реконструкция вот этих вот французских панелек. Они их утепляют. Это, кстати, въезд во двор. Вот. При этом реконструкцию они проводят без отселения. То есть есть иногда проекты, когда отселяют жильцов на какое-то время. Но вот в данном случае без отселения. Они меняют здесь ограждения на балконах, утепляют, ремонтируют фасады. Ну и, скорее всего, там еще внутрянку все тоже меняют. И получается такой чистенький, аккуратненький дом. Но, опять же, выглядит довольно современно, несмотря на то, что, опять же, вся эта застройка прошлого века. Этим домам уже по 40, по 50 лет. А здесь вот новая школа. Ну, здесь уже сразу видно по архитектуре, что это новая школа. Опять же, школа не обнесена забором. И можно спокойно вот к этой школе подойти, возможно, даже зайти, не знаю, если там охрана или нет, но школы и детские сады здесь, во Франции, они не являются такой вот гигантским пятном в районе такой вот какой-то зоны отчуждения, как у нас. Страсбург — город не просто старый, он древний. Считается, что он основан за 12 лет до нашей эры. Но и в нем есть новые районы. Дома здесь разной высоты, но от многоэтажного строительства здесь отказались. Панельные высотки во Франции остались в 20 веке. Хорошо видно, во-первых, насколько плотно стоят дома. Вот такое интересное решение, то есть у этих есть участочек, а тут на втором этаже большие террасы. Новые районы, как всегда, удивляют разнообразием архитектуры. То есть, обратите внимание, все дома хоть и в видном стиле, но все разные. Здесь прям вот стройка только-только вот завершается. Это детская площадка. Здесь они набирают вот эту вот щепа, которую они используют как мягкое покрытие, и там вот ее по этим трубам спускают. Такая вот красивая, домик, вот эти вот бревна. А вот здесь даже написано, что для кого. Это от 2 до 6 лет, а это от 4 до 12. А здесь просто моднейший детский сад. Обратите внимание, все дети играют в одной зоне. Во-первых, он не такой большой, как там наши детские сады. Ну, здесь сейчас видно, наверное, 3-4 группы. Вот они все вышли сейчас на прогулку и играют в одной зоне.
Это принципиально отличает от наших детских садов, потому что если посмотреть на наши детские сады, у нас все поделено на загончики, все они одинаковые. В каждом загончике есть веранда, горка, дублируется все оборудование. И по мнению европейцев это не совсем правильно, то есть лучше сделать несколько детских площадок для детей разных возрастов, и они должны играть вместе, то есть дети должны общаться, то есть не должно быть такого вот разделения на эти маленькие группы во время прогулки. Разделение может быть уже внутри детского сада, в классах, чтобы каждому можно было уделить внимание, это нормально. Но когда дети выходят на прогулку, они должны быть на одной общей детской площадке. Детская площадка должна быть хорошая. Вот. К сожалению, наши детские сады не могут этим похвастаться, так же, как не могут похвастаться хорошей архитектурой, потому что ты здесь смотришь и видишь классную современную архитектуру, используют натуральных материалов, вот там дерево, моднейший дизайн. У нас, к сожалению, такого нет. Вот посмотрите, вот жилые дома, и в центре такой классный детский сад с какими-то террасами, с кучей разных там активностей, разных детских площадок. А здесь даже какое-то оборудование, думаю, это метеорологическая какая-то у них есть маленькая станция. И опять же, да, посмотрите, вот как они хорошо работают с осадками. То есть вот вдоль всех улиц есть такой вот желоб, куда стекает вся вода. Сбор воды, он одновременно является частью благоустройства, частью ландшафта. Они сделали здесь такую вот канаву, которая засажена какими-то травами, камышом, какие-то вон деревья, там еще что-то, то есть вот растения, которые нравится вода. И вся вода во время дождя, естественным образом, сюда попадает. Вот она вся собирается с района. Не нужно затапливать никакие улицы, не нужно делать какую-то дорогущую систему ливневой канализации, куда все дело уводить. В тот случай, когда район действительно обживается. Потому что здесь вот заканчивается строительство, и потихонечку люди сюда уже заезжают. Все приводится в порядок. Опять же, обратите внимание, вот взрослые деревья. Очень классно все выглядит. То есть в таком районе приятно находиться. Ну, еще за счет чего здесь хорошо, то, что архитектура всех домов, она разная. То есть это не одинаковые коробки, как у нас. А здесь вот архитектура, она уникальна. От порта остались что? Портовые краны 2. И кусок брусчатки, и еще рельсы от этих портовых кранов. Насыпали соль. Ха-ха, вот! Французы в своем Страсбурге все засыпали солью. Прямо натурально соль с песком смешанная. 2 портовых крана, которые здесь остались, теперь скульптуры стоят. А вот, собственно, самый новый жилой район в Страсбурге. Вот эти вот цветные домики разной этажности. Сколько здесь? Домиков 7, наверное. Синий самый высокий из них. Это, наверное, последнее, что здесь строили. Цвета подобрали. Обратите внимание, что они такие неяркие и неплохо так сочетаются между собой. Да, цвета такие очень необычные. Розовенькие, еще какой-то. Здесь такая широкая велодорога. С одной стороны, от дороги, от проезжей части, она отделена такой зеленой полосой, чтобы люди туда не заходили. Но вот улица спроектирована так, что, в принципе, не возникает желания идти по велополосе. Ничего себе! У человека какой-то болит. Это самый высокий блок. А напишите в комментариях, как вам такая архитектура. Ну, кстати, обратите внимание, как сделано пересечение велополос с дорогой. Конечно, никто не спешивается, как в России по правилам положено. Такая веломастерская. Тут набор ключей и насос. И можно починить велосипед. А это велосчетчик. Сегодня проехало 2810 велосипедистов. А это с начала года. 2 миллиона 353 тысячи. А сегодня уже 2811. Сейчас у нас 2812, 2813, 14 15. и 15. О, вот в асфальте рамка. Да. Нет, там же магнитная рамка. Да. Если поедет пластиковый деревянный велосипед, он тоже не возьмет. Так что Страсбург славен сразу и своей стариной, и старинной архитектурой, и рождественскими традициями, и вот такими замечательными новыми районами. Хотелось бы, чтобы и в наших старых городах, вроде Вологды, тоже такое строили. Ну и вот относительно того, как изменился Страсбург после того, как город начали делать удобным для людей, хорошо видно на старых фотографиях. Если сравнить то, что здесь было несколько десятков лет назад, и то, что есть сейчас, видна
колоссальная разница. То есть теперь здесь велосипедисты, вот детки в этих кузовочках, трамваи ходят. Посмотрите, какая красота. Улица абсолютно безопасная. Люди эту улицу переходят, где им комфортно, где им удобно. Велосипедисты ездят. Вот небо и земля, и опять же, мы с вами видим будущее наших городов. И несмотря на то, что сейчас идет снежок, народ, тем не менее, ездит на велосипедах. И никого это особо не останавливает. Потому что если есть хорошая инфраструктура, можно целый год на велосипеде ездить вообще без проблем. Это так называемые общие улицы. То есть здесь может проехать машина, которая, например, нужна вот в эту подземную парковку. И при этом здесь ходят люди, велосипеды, нет какой-то вот ярко выраженной проезжей части. Можно идти где удобно. И если машина здесь оказывается, она едет очень осторожно, потому что у автомобиля здесь нету приоритета. Ну и вот, собственно, друзья, то чудо архитектурное, о котором я говорил. Когда днем светит солнце, не очень хорошо видно здание 19 века, оригинальное здание вокзала, то ночью кокон, он становится совсем прозрачным, и за дымкой вот этого стекла мы видим арки, декор, окна старого вокзала Страсбург. Просто невероятная красота. Ну что, Страсбург, его ярмарки и новостройки мы с вами посмотрели, а теперь отправимся в Париж. Но не в его праздничный центр, а в пригород Винсен. Здесь расположен знаменитый Винсенский замок, но мы посмотрим на жизнь обычных людей в парижском Мурино. Куда мы путь держим? Поедем сейчас в Винсен, в пригород Парижа. Посмотрим, как можно из не очень интересного, достаточно такого городка пригородного сделать настоящую жемчужину, которая может поспорить, наверное, с Парижем в уровне благоустройства. Ну вот хорошо виден социальный рай, когда мы спускаемся в метро. Вот Подожди. именно, да, как бы. Давай посмотрим количество бездомных здесь на станции. Да. Раз, два, Там тут мусор, я 3, бы- 4, 5, 6 человек вот спит, 7, Да, сейчас еще просто 8. То есть 8 человек. гуманно, Да, гуманно, 8 скажем. человек спит в вестибюле метро. И их никто не гоняет, то есть вот они Не-не-не, поставили. так это специально сюда заводят, потому что сейчас холодно, Их специально сюда... чтобы, ну, было где спать. Господи, даже в этой хрени нету бесконтактной оплаты. Да нету бесконтактной оплаты, куда я приехал? Обратно нужно купить отдельно, естественно. И что с ним делать? Ну, тебе нужно отделение для тех, кто свинят. Мне нужно отделение. Вокзал пригородной электрички, что интересно, что они мощение полностью продлили внутрь здания. То есть Да, мы- все, я выходим, вижу. Как бы все время мощение везде одно и то же. И у города был принят дизайн-код очень-очень строгий, по которому регламентируются абсолютно все детали городского благоустройства в центре. То есть, например, мы сейчас стоим здесь из хорошего, красивого известняка мощения, в котором инкрустированы различные гербы и регалии династии Валуа. Ну, это как раз та династия перед Бурбонами, которая здесь обитала, то есть до переезда в Версаль. Слушай, мне кажется, самое главное, что здесь продают сыр. Ну, попробуй, может. Я не хочу, ты попробуй, давай. Вкусно? Да? Да. 45 евро за килограмм. Ну, на обратном пути вернемся купим. Конечно же. Вместо тактильной плитки здесь Тактильные такие... плитки, тактильные называется пупырышки. проподы тактиль. Да, это металлические шурупы, которые ввинчиваются прямо в камень. Все детали городской инфраструктуры покрашены в один цвет. Это специальный цвет, который называется Винсен теперь. Он такой как бы темно-коричневый. Ну, он, видишь, такой темно-коричневый. Заметьте, как сделан пешеходный переход. Мы его вообще практически не видим, но он есть. Здесь металлические шайбы, которые на свету отражаются, но при этом они абсолютно не отвлекают от локального контекста. То есть Катки тоже индивидуального дизайна. Да. И этот дизайн, вот этот вот как бы рисунок, он тоже был придуман дизайном. И если мы дойдем до приствольных решеток, они будут с таким же рисунком. И вот и урна такая же. Слушай, ну классно. Да. Мне нравится, что даже зона, например, парковки, она, во-первых, очень маленькая, то здесь, в принципе, не простоишь долго, но она еще и выделена не цветом, а просто мощение в разные стороны. Да. Это такой минимализм очень тонкий. Там же, смотри, разделение, видишь, между местами, металлическими шайбами такими же.
Мне, кстати, очень нравится пепельница, как они сделали. Вот, смотри, обрати внимание, есть урна, а есть пепельница. И все это идет в один бак. То есть, вот пепельницы кто-то украл из этих роскошных урн. Вот, а вообще, друзья, пепельницы очень важны для города. В России, я не помню, чтобы где-то именно на государственном, на муниципальном там уровне устанавливали уличные пепельницы. Если где-то и ставят, то это какие-то частные там кафе, рестораны, офисные центры. А с пепельницей в чем проблема? Что люди курят, и если не видят, куда окурок можно выкинуть, то есть есть какой-то 0,5% курильщиков, которые, они там педантично этот окурочек тушат и кладут себе в пачку какой-то, или у них есть какая-то специальная коробочка, потом выбрасывают в урну, а остальные они либо кидают это в общую урну, при этом пачкая там какой-нибудь фасад или саму урну, чтобы затушить окурок, иногда тушат его плохо, потом урна загорается и просто кошмар и ужас происходит, либо они стыдливо куда-нибудь пытаются его засунуть, там выкинуть, я не знаю, какой-нибудь в угол, спрятать. Вот тут не украли, а здесь можно посмотреть, как выглядит пепельница. Вот здесь можно безопасно сюда окурочек убирать. Сколько тут стоит у нас квартирка? 54 квадратных метра, трехкомнатная, 525 тысяч евро. Ну, то есть 10 тысяч евро за квадратный метр. Ну, да. Еще Да, такой не очень хороший дом. Да, это как бы самое. 21 метр квадратный, 190 тысяч. Конура, да. Ну ты чё, конура, смотри, есть место для кровати, есть одно окно. Ты даже можешь стол поставить. А это уже помесячная аренда. Аренда, да. Ну вот, например, двухкомнатная квартира, размер... 60 метров за 1400. Ну это, видимо, да, не в центре. Хотя что-то не в центре. Круто, я бы снял. Здесь общественное пространство сделано намного лучше, чем в Париже. То есть настолько компенсирует, здесь ты себя абсолютно не чувствуешь, как какой-то там захолустной деревне. То есть у тебя полное ощущение настоящего города. Здесь постоянно проводятся какие-то локальные кинофестивали, театральные постановки. То есть как бы в городе есть, кипит жизнь. Это город, в котором живет 50 тысяч человек, чтобы вы понимали. Так, а там что у нас такое за дерево? А, это обмен книгами у них. Лавочки, моднейшие лавочки. Давай, ты должен пожертвовать. Удобно? Да? А ее выдали в магазине, потом... Надо вернуть. А, потом надо вернуть. Ты до дома довозишь елочку, потом ее возвращаешь. Класс. Вот она, да. Тихая французская провинциальная жизнь. Роскошная, скажем, роскошная провинциальная жизнь. Ну, фонари как в Париже, такие же по дизайну. Все фонари в одном стиле. Мне вообще кажется, это очень важный прецедент, потому что в России, особенно если реконструируют какой-то исторический центр, когда у мэра встает вопрос, какие должны быть фонари по дизайну, у нас надо что-нибудь под старину. Кто у нас тут ковочкой занимается? Ну-ка, кузнеца ко мне на ковер. Можешь сделать вот фонари, как раньше, вот как в 19 веке, вот мы свечи тогда еще зажигали в этих фонарях. В итоге в городе появляется пародия, как шарш на какие-то исторические фонари. Они совершенно непропорциональные, не изящные, какие-то совершенно нелепые, смотрятся вообще не пойми как. Ну и да, конечно, вот высший пилотаж, чтобы поставить какое-то пластиковое говно. У меня есть такое чувство, я пока еще не знаю, что это пластиковые фонари. Это пластиковые фонари. Объявив тем, что у нас современные технологии. На самом деле, вот здесь мы тоже видим историческую застройку. Фонари абсолютно современные, но которые очень органично смотрятся с исторической застройкой. Никак ее там не принижают и выглядят модно, стильно. И это говорит о том, что уличная мебель и все элементы благоустройства, они могут быть современными даже в историческом центре, и ничего там страшного нет. Такое, конечно, мне очень сложно себе представить где-нибудь в Тамбове, в Торжке, в Омске, ну в Чите, может быть. Тут реально лежит ровно плитка, тут ничего не болтается, она у тебя под ногами не ходит. И вот это сделан отбойник. Да, слушайте, офигенно вообще. И с той стороны у нас еще идет велодорожечка. Здесь у нас это что за камень? Известняк. Такой полированный, реально очень гладкое, но оно, если ты, например, на велосипеде, на каблуках, оно реально идеально гладкое и очень комфортное. Кстати, Вансен стал одним из первых городов, где официально запустили беспилотное движение транспорта. Это что? Ничего себе, проехал! С ума сойти! Вот оно, будущее наступило. Обратите внимание на пешеходный переход, нету никаких кислотных знаков в этих вот ярких, таких салатовых рамках желтых. Нету желтой какой-то этой разметки, ничего не мигает, и нормально безопасный переход. Просто улица спроектирована так, что по ней никто не будет гонять,
И если пешеход выходит на этот переход, то его видно заметно, а машины, как видите, они едут с скоростью там не более 30 км в час. Лавочки компонуются, можно сделать такую длинную лавочку из двух. Удивительно, могли бы ведь какие-нибудь петуньи посадить. Я вообще не понимаю. Так, а будут часы цветочные? Логотип города из петуньи где? Герб города из петуньи где? Где трава, которую надо косить? Где петуньи, которые нужно каждый год менять? Где забор, который нужно 3 раза в год красить? На чем они зарабатывают деньги, я не понимаю. Еще плитку нормально положили, которая реально лет 30, 40, 50 будет без ремонта стоять. На чем зарабатывать? Не умеют дураки французы. Фу! И какой опыт нам перенимать? Ну, кстати, относительно забора, он хорошее решение, что если вы не хотите, чтобы кто-то вас выбегал на дорогу, можно просто с помощью вот каких-нибудь густых трав или кустов организовать такую вот зеленую полосу, и не будет никаких проблем. Давай обсудим водоотвод на детских площадках. Уж не очень. И вообще, смотри, вот как только есть газон, все сразу в кашу, в болото. Да. Это явно... Как к этому относиться? Почему здесь какой-то уголок Омска? Ну, то есть мы сейчас здесь вот нахваливали, говорили, вот, как к этому относиться? Это потому что, понимаешь, не бывает идеальных проектов. Во всем должна быть какая-то... Мы называем это изюминка. Изюминка, так и есть. Да-да-да, потому что в этом и заключается красота. Не, ну на самом деле они накосячили, действительно. Накосячили. Прямо действительно филиал Омска. И тут все затопило, и тут вот... Ну, ландшафтный архитектор, он пришел и сказал, что это море. Это болото, это такой ландшафтный элемент. Оно не похоже на болото, это похоже на кривые руки. Город был разрезан железной дорогой в течение долгого периода. Они сделали несколько садов вдоль всей этой железнодорожной линии, настроив перекрытие и облагородив их, сделав, например, садики, детские площадки и общественное пространство. Мы сейчас идем над железной дорогой. Здесь как бы ничего особенного, но здесь все равно приятнее находиться, чем если у вас в окно... Да, были бы поезда. Железная дорога в городе вообще довольно большая проблема, особенно для Москвы, потому что если посмотреть на карту центра Москвы, то мы увидим, какие огромные площади сейчас занимают железнодорожные пути, всякие отстойники, 3 вокзала. И там просто какое-то немыслимое количество путей, технических сооружений, там вот зона отчуждения, гаражи. Поэтому в идеале, конечно, пути нужно закапывать, как это делают в том же самом Париже, как это делают, не знаю, там в Америке, во многих местах. А есть еще решение, когда пути накрывают. Вот я показывал, как это сделано в Барселоне, когда они просто такой короб над путями сделали, а там сделали такой большой классный парк. Но здесь примерно такая же история, правда, совсем небольшой. Мы прошли вот по такому вот парку и дошли до фонтана. По-хорошему, смотрите, этот фонтан, он сейчас не работает, но он здесь должно быть побольше воды, и она вот здесь так должна перетекать, и дальше здесь такое получается такой вот ручей, очень классный. Но сейчас из-за зимы все это выключено, здесь такой фонтан, как ров перед замком, а здесь, собственно, вот видны эти железнодорожные пути, которые в буквальном смысле разрезают район. Со временем, конечно, мы придем к тому, что все эти пути накроют каким-то таким коробом с благоустройством, и этот парк дальше будет продолжаться. По сути, это такой просто бетонный короб, который они построили над железнодорожными путями, сделали туда подъемы, закрыли его, задекорировали зеленью, а наверху сделали парк. У нас тут, видите, ретро-автомобили. Вы знаете, я машины не очень люблю, но то, что касается ретро-автомобилей, я бы, наоборот, давал бы им какие-то поблажки людям, кто реставрирует старые машины, отменил бы все налоги и даже некоторых бы поддерживал, потому что, на мой взгляд, старый автомобиль в городе — это как малоархитектурная форма, как скульптура. Он красиво смотрится, и, к сожалению, в некоторых странах заградительные налоги очень дорого и содержать, и куда-то выезжать на такой автомобиле, его как-то реставрировать, а это красиво. Поэтому я, как главный хейтер машин, я бы, наоборот, людям, кто восстанавливает старые автомобили, еще ежедневно ими пользуется, давал бы поблажки, потому что такие машины украшают город. Возможно, когда-то Мурина и Кудрово тоже будут выглядеть как Вансен.
а наши зимние города как Страсбург. А пока мне остается лишь пожелать вам, чтобы эти праздники были для вас сказочными, даже если вы не в Страсбурге, а в Воронеже, например. Ну и не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.